в Польше, на Балтике, я уже не первый раз замечаю, что самочувствие на 180% другое. Нет головных болей, нет абсолютно потливости, холодных и мокрых рук и ног. Спокойно хожу без носков. Ранний подъем, сообща, не проблема. В море без проблем купаюсь, а дома чуть ли не кипятком. Потому что часто такое состояние, что хочется погреться. С чем это связано? Когда человек живет, то у него есть принцип накопления в организме двух микроэлементов. Первый микроэлемент калий и второй микроэлемент натрий. Натрий находится в воздухе, которым человек дышит, когда он посещает прибрежные районы какого-либо моря. Вода разбивается, и в воде находится высокое содержание натрия хлора или хлорида натрия, поваренной соли. Когда вы дышите, то именно натрия больше всего в вашем организме появляется. Когда человек худеет, когда человек стареет, то количество натрия уменьшается, количество калия тоже уменьшается. Получается, и калия, и натрия недостаточно. Когда человек ощущает охлаждение в теле, это как раз признаки недостаточности натрия. Как проявляется недостаточность натрия? Недостаточность натрия проявляется в том, что у человека появляется ощущение холода в конечностях, ощущение усталости частой, дряблость мускулатуры и так далее. А где находится натрий? Натрий находится в поваренной соли. Ингаляции с поваренной солью — это то, что вы сейчас делаете вот таким пассивным образом. Появляется у вас накопление вновь в клеточных системах натрия, и вы начинаете лучше себя чувствовать. Натрий участвует еще и в формировании панкреаферментов или гормонов. Это трипсин, пепсин и так далее. Соляная кислота. Именно в случае, если недостаточность натрия в организме, то появляются такие заболевания, как панкреатит, появляются заболевания легких, легочная недостаточность. Именно поэтому увеличение употребления натрия улучшает дыхание, глубину дыхания. Именно поэтому, когда люди ездят с недостаточностью натрия на море, то им становится заметно легче. Теперь вы это знаете, вам ничего не мешает дома производить ингаляцию с подсоленной водой. Натрий находится в обычной поваренной соде, двууглекислый натрий. И можно принимать можно просто соду обычную принимать, или увеличить употребление хлоридов натрия, принимать воду с небольшим количеством соли. Там есть такие виды воды, миргородская, боржоми. Это все совместно увеличит натрий и улучшит ваше общее состояние. Андрей Андреевич, как в домашних условиях, где в моих препаратах находится натрий? Сегодня я об этом препарате говорил. Этот препарат называется апирабин. В нем находится высокое количество натрия. И я рекомендую его использовать всем людям, у которых есть быстрый такой процесс старения. В этом препарате находится медь, которая купирует и поможет вам привести организм, улучшит память, перестанут трястись руки, перестанет трястись голова, исчезнут такие периферические треморы какие-то, которые вы еле ощущаете, то там глаз дергается. По принципу такой дистонической. Фокальные какие-либо дергания непонятные. Это все поможет убрать натрий. И это все поможет убрать медь. Медь и натрий — это основные компоненты данного препарата. Называется препарат называется апирабин. Принимать по 1 чайной ложке 2 раза в день.